Это видео будет посвящено настройке конфигурации во фреймворке Хлеб 2. Зайдя в его документацию, можно найти этот раздел в установке и настройки, страница с конфигурацией. Вот я открыл эту страницу. В установленном проекте, в предыдущих видео я рассказал, как установить проекты и про структуру директорий. Параметры и настройки находятся в папке config. Также я рассказывал, чем отличаются вот эти файлы с постфиксом local от основных. Вкратце, вот эти вот настройки из файлов с постфиксом перекрывают настройки из основных. Вот здесь есть тоже параметр debug, но он сейчас не активен. Активен из вот этого файла. Что касается параметра debug, о котором нужно знать обязательно. Потому что он отключает режим отладки. Сейчас она включена, стоит true. В режиме отладки ошибки показываются в браузере. И также в панели отладки выводится информация для разработчика. Вот эта панель отладки находится вот здесь. Вот она, раскрывается. Поэтому на публичном сервере, боевом, так сказать, этот режим должен быть отключен. Также следует обратить внимание на включение и отключение кэша фреймворка. Если у нас включен дебаг режим, то это нам кэш будет только мешать. Вот он здесь отключен. Интересный также момент, как можно добавить параметр. Если мы зайдем в файл main и добавим здесь в конце, допустим, тест 1, назовем его и дадим ему значение там 100-500, допустим. Теперь нам нужно вывести это значение, получить. Кстати, все остальные значения из конфигурации получаются точно таким же путем, как мы выведем это значение. Я зайду в наше представление, как раз страницу, которую я показывал. Это демо страница. Я удалю оттуда весь код. И здесь выведу значение. То есть напечатаю его. Теперь я укажу, из какого файла его взял, конфигурации. Это main. И я назвал его тест1. Параметр назвал. Теперь, если мы обновим страницу, вот вывелось его значение. Таким же образом можно получить любой другой параметр. Также можно добавить свой файл с параметрами. То есть, если завести здесь, допустим, тоже назову его тест, свой файл отдельный. И вот этот параметр перенесу в него. Вот, это будут отдельные параметры. Вот так. Это будет отдельный параметр. Здесь можно добавить их сколько угодно. Но этот файл нужно будет указать в системных параметрах вот здесь. Чтобы фреймворк понимал, откуда их брать. И еще его нужно поменять вот здесь. Он уже не будет называться main. Это будет файл тест. Вот я его перенес. Но он также показывается здесь. Что касается настроек баз данных,
то здесь тоже все просто. Нужно зайти в соответствующий файл. И здесь можно указать глобальную настройку. Вот из этого списка. А в этом списке показаны примеры подключения для различных типов баз данных. И вот у нас название, которое установлено глобально. Для глобального указываем название базы данных, вход для пользователя, логин, пароль. Также можно указать еще несколько настроек, они все будут активны, но их нужно будет указывать по их имени. А глобальная будет действовать по умолчанию.